Начнем сначала. Здравствуйте всем, рад всех приветствовать. Кто не знает, меня зовут пан Роман. Живу я во Вроцлаве, Польша. Там же и работаю. Я таролог. Да, и свободное от раскладов время я провожу лекции, открытые, закрытые. Вот сейчас вы имеете сомнительное удовольствие видеть лекцию открытую. Да? У нас сегодня карта Таро «Умеренность» или «Temperance». Если мы берем английские варианты звучания карт, напомню, что я работаю с колодой Таро Уэйта, английская школа, ну, в принципе, такая европейская система Таро скорее, да? Хорошо, для тех, кто впервые на эфире или впервые смотрит видео, объясню, что у меня есть целый цикл открытых лекций по старшим арканам. Мы уже вот добрались с вами до умеренности, скоро закончим ее. Но кому надо срочно, быстренько, да, есть у нас экспресс-курс такой, да, интенсив-курс, он тоже есть на канале. Вот, кому интересно по-быстрому, да, там вот буквально за несколько часов можно войти в тему Таро, изучить, понять, что это такое. Но, так как сегодня у нас такая карта умеренность, да, сегодня же мы будем говорить о том, что карты Таро не стоит изучать наспех. Если вы хотите за полчаса, за час понять карты Таро, то вам, конечно, на инстаграмчик к девочкам, которые в 3 минуты рассказывают, что значит каждая карта, и учат гадать буквально за полчаса. Вот. Карты Таро — это система сложная, глубокая, многогранная, поэтому изучать ее нужно постепенно, аккуратно, не спеша, с серьезным глубоким проникновением в каждую карту. Собственно, карта умеренность об этом и говорит, что торопиться не надо. Да? Поэтому я понимаю, что не всем нравятся двухчасовые рассуждения на тему одной карты Таро. Но если вы глубоко зайдете в тему Таро, вы поймете, что по одной карте можно разговаривать целыми сутками. Хорошо. Ну что, потихонечку народ подтянулся. Да? Начнем мало-помалу, да? Напомню, маленькая просьба ко всем зрителям. Неважно, смотрите вы в прямом эфире, либо смотрите в записи. Обязательно все лекции будут сохранены в записи. Поставьте, пожалуйста, лайк и прокомментируйте. Может быть, у вас есть какое-то свое значение этой карты, да, вы можете привести какие-то визуальные примеры. Я напомню, что я очень люблю делиться со своими учениками и со своими зрителями визуальными образами, которые можно найти в современном искусстве в виде кинематографа, да, вот это все сегодня будем разбирать. Посмотрим, как карта умеренность играет в современном искусстве. Посмотрим, что автор хотел сказать этой картой, да, что там старина Уэйт писал по поводу этой карты. Немножко коснемся астрологических соответствий, почему это 8-й дом, причем тут Скорпион, да, и какие аспекты этой карты вы можете почерпнуть у астрологов. Объясню, что такое умеренность с точки зрения христианской, да и вообще, в принципе, любой добродетели, почему умеренность считается добродетелью. Ну и, конечно, мы посмотрим, собственно, что такое умеренность в общем и целом. Да, почему она полезна, почему она важна и почему важно не спешить. В каком образе она сегодня, сейчас, в эти годы берет верх над другими добродетелями и почему. Ну и, соответственно, узнаем, почему у нас у этого ангела на карте такие крылышки интересные, причем тут радуга, причем тут цветы, вот эти вот желтенькие ирисы, да. Вообще поговорим по символике, по истории возникновения вот этого образа. Почему ангел переливает из одной чаши в другую жидкость. И что за жидкость такая? Пробежимся по значениям, которые выпадают в раскладах при работе с картами, с клиентами. Вот. Но напомню, что более глубоко конкретные практические значения я разбираю с учениками на своих закрытых лекциях. Кто в курсе, те в курсе. Я знаю, что тут ученицы мои присутствуют. Вижу. Здравствуйте, Юлия. Кого там еще увидел, не увидел. Здравствуйте всем. Ну, в принципе, рад видеть всех. В одинаковой равной мере рад видеть всех.
Так вот, с учениками мы разбираем более подробно детальные значения карты Таро, разбираем каждую карту на отдельном занятии, делаем расклады. Я показываю примеры реальных раскладов, либо каких-то, ну скажем так, типовых раскладов, чаще всего с какими вопросами обращаются, как играет карта в одном случае, в другом случае. И потихонечку учимся с учениками делать их расклады. Да? Они делают расклады, и я разбираю какие-то там ошибки, либо соответствия, замечаю какие-то хорошие места, удачные. Кое-что даже себе записываю, если там какое-то очень уж необычное соответствие. Напомню, что карты Таро — это очень многогранная штука, и в них всегда можно научиться чему-то новому. Но вот сегодня пробежимся в общем и целом так. Следующая лекция по следующей карте у нас будет в следующий вторник. Да? Выходят лекции открытые на канале вторник-четверг. Поэтому не стесняйтесь, подписывайтесь, если вы еще почему-то не подписаны на мой великолепный канал. Да? Вот. И, соответственно, как только мы закончим старшие арканы, я продолжу цикл лекций философских таких. Ну, философские в кавычках, конечно. Я не философ, я филолог по образованию. По первому. Вот. Ну и с картами Таро работаю больше 10 лет. Интересуюсь еще дольше, с подросткового возраста. Но рассматриваю карты Таро именно в аспекте европейских мифологий. Да? Древнегреческая, древнеримская. Немного Востока захватывают. Шумеры, Египет, конечно, как же ж без них. На них все стоит, на них все основывается. Но и стараюсь захватывать христианскую, скажем так, мифологию, назовем это так. И, конечно, скандинавов. Там тоже есть чему поучиться. Особенно интересно у нас лекции получались по картам Отшельник, по картам Повешенный, по карте Колесо Фортуны. Там в полный рост у нас выступал как главное действующее лицо Один. Да? Один путешественник, Один отшельник, Один искатель истины и создатель рун. Вот, очень интересные лекции, как по мне, были. Все это есть у нас на канале, в плейлистах, не ленитесь, поищите. Хорошо. Собственно, карты я рассматриваю для тех, кто первый раз на канале, на лекции, да. Карты я рассматриваю в системе астрологических соответствий, то есть раскладываю старшие арканы по знакам зодиака, по планетам, по домам, да, и нахожу более глубокие соответствия в их расположении именно круговом. Один в один точно такую же систему использует очень уважаемый мной Юрий Хан. Это, по-моему, питерский таролог, да, я уж не помню, там он и в Питере, и в Москве свои лекции читал. Вот, я давно слежу за его YouTube-каналом. Кому интересна именно астрология в картах Таро, я всем советую подписываться на канал Юрия. Очень крутые лекции, хотя, может быть, кому-то он может показаться скучным, потому как он дает много астрологии, и карты Таро у него скорее в астрологическом аспекте рассматриваются. Он больше все-таки астролог, нежели таролог. Я больше таролог. Я рассматриваю карты Таро как визуал в первую очередь. Визуал, основанный на европейской мифологии, корни которой растут в том числе и из древнешумерских текстов и прочего всего такого. Как-то так. Хорошо, ну что, поехали, да, потихонечку. Что там у нас? Я буду делать небольшие паузы, просто чтобы следить за чатиком. Когда я рассказываю о карте, да, то внимание несколько уходит, да, зрение становится туннельным, я кроме карт ничего не вижу и, собственно, даю ту информацию, которая идет. Поэтому не обижайтесь, если я своевременно не буду отвечать на чатик. Я буду стараться успевать это делать в каких-то таких паузах, когда я перевожу дух, чтобы сделать там глоточек чаю, либо чего-нибудь в этом роде. Вы тоже можете себе чаю налить, борща, кто что наливает под лекции. Вот, и, собственно, наслаждаться общением. Обязательно читаю все, что вы там пишете. Вот, и комментарии тоже все читаю. Я думаю, что вы видите, что обязательно отмечаю каждый комментарий, который мной прочитан. Так что, если у вас что-нибудь интересное есть сказать по картам Таро, посоветовать что-то другим, опять же, посоветовать какие-то интересные фильмы, которые у вас связаны именно с этой картой, я буду очень рад, если вы будете делиться своей информацией. Вот.
потому как все знать нельзя, но можно пытаться все узнать. И мне очень интересно другие чужие взгляды на карту. Я считаю это для себя очень полезным. Да-да-да-да-да. Сказала суеверие, что гадание грех. Скажем так, в религиозной системе, в которой важно смирение, да, смирение это одна из основных христианских целей, скажем так, и мы с вами на карте «Мир» будем говорить об этом самом смирении, да. Конечно, в этой системе, где целью является смирение, попытка управлять своим будущим, да, то есть не смиряться с тем, что тебя ждет, а наоборот как-то пытаться это изменить, может считаться грехом. Но, с другой стороны, если вы поняли, что такое смирение, то и в будущее вы будете смотреть без страха и будете менять в этом будущем то, что вы хотите изменить, без всякого страха. Перед словом «грех» будете понимать, что никакого греха в этом нет, если вы не наносите никому вреда. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вы делаете расклады на перевернутых картах, почему? Сейчас уже не делаю, но много лет делал. Это вопрос, который я вынесу, наверное, на отдельное рассмотрение. Если у вас есть какие-то интересные вопросы, не стесняйтесь, оставляйте их. Я соберу самые интересные вопросы, выпущу эфир по ответам на эти самые вопросы. Там я все поясню более детально. Хорошо, ну что, умеренность, да? Давайте вспомним, к чему относится у нас карта умеренность, да? Во-первых, это 8-й дом. Но я бы сказал, что это переход из 8-го дома в 9-й. Это переход от Скорпиона к Стрельцу, переход от воды к огню. 8-й дом замыкает собой вторую треть зодиака и знаменует собой понимание человека, необходимости, стремления к духовной жизни. Не только материальная жизнь важна в нашем мире, важно и стремление человека стать лучше, важно стремление человека помочь всем другим страждущим, жаждущим этой самой помощи. Важно таким образом спасение своей собственной души, как об этом говорилось и говорится сейчас в христианской мифологии. Вот. Скорпион сам по себе как знак достаточно противоречивая, скажем так, фигура с точки зрения обычных нормальных людей. Они видятся многим такими ядовитыми, страшными, неприятными. На прошлой лекции мы говорили с вами об этом, когда разбирали карту смерти. Ну, более глубоко я затрону этот аспект в своих условно-философских лекциях, да, которые у нас еще не закончены. Тем не менее, напомню, скорпионы потому такие ядовитые, что они должны указывать людям на ошибки, помогать людям не совершать, избегать те ошибки, которые ведут к смерти, то есть смертельные, страшные, опасные ошибки. Хороший яркий пример такого правильного светлого скорпиона — это, допустим, Мэри Поппинс, да, как образ такой вот загадочной, мистической, таинственной женщины, которая, с одной стороны, создает запреты, да, то есть следит за ребенком, чтобы ребенок не убился. Нормальная няня обязательно скорпион, потому что она запрещает ребенку то, что не может по доброте душевной запретить мать. В частности, жестко запрещает ошибки. Но правильная няня, правильный скорпион показывает человеку, ребенку путь к истине, путь к развитию, и таким образом потихонечку, мало-помалу воспитывает из ребенка, из этого малосведущего и неопытного существа, человека, который способен к дальнейшему самостоятельному существованию. Вот. Что в этом важно? Что важно в работе скорпиона с другими людьми? Важна правильная дозировка яда. Почему? Потому как яд — это удар в слабое место, это указание на ошибку. Если будет слишком много, если вы слишком жестко будете указывать на ошибки, вы нанесете вред. Если этого яда, то есть жестких обидных слов, будет мало, то ваш урок не достигнет цели, человек не обратит внимания на указание на ошибку, и, соответственно, все это пройдет даром. Тоже плохо. Поэтому очень важно соразмерить
правильную дозу тех острых слов, которые дойдут до внимания человека и не ударят слишком больно. Правильное умение дозировать свои эмоции – это умеренность. То есть что такое у нас умеренность? Правильная дозировка. Сколько вешать в граммах? Чем занимается вот этот ангел? Он переливает воду из чаши в чашу, отмеряет нужное правильное количество любого действия. Поэтому умеренность – это у нас мера. Сколько нужно сделать? Столько, сколько необходимо. Ни больше, ни меньше. То же самое относится к теме времени. Вообще само слово temperance, если мы берем латинский корень tempo, да, ощущение времени, ощущение быстроты. С нужным темпом, это значит с нужной скоростью, с правильной скоростью. Не слишком медленно, не слишком быстро. Не слишком много воды в кубке, не слишком мало. Если мы переливаем воду из кубка в кубок, мы это делаем не залпом, чтобы не расплескать все это дело, не слишком медленно, чтобы вода не стекла по ободку мимо чашки. Да? Мы делаем это со средней, правильной, выверенной, аккуратной скоростью. Сразу это, конечно, не получается. Правильное чувство меры приходит с опытом, со временем. Поэтому и не спеша, медленно, неторопливо. Вот это и есть основное значение карты. Теперь давайте разбирать его, пояснять, почему, зачем и как все это дело работает в раскладах. Вот. Давайте сначала вспомним, что хотел сказать этой картой, этим рисунком автор. Ну, во-первых, он, конечно, взял уже знакомый вариант изображения, уже знакомый вариант символа, да, и просто-напросто его как-то обыграл чуть-чуть по-своему. Добавил там чего-то важного, нужного, в частности, те же самые цветы ирисы, да, какую-то золотую корону, путь, ну и вот это вот все. Но основной смысл карты, который тянется еще из марсельского таро, еще из старого таро, да, из предыдущих школ, из более древних старых, это переливание из чаши в чашу. Процесс этот вам я только что пояснил. Таким образом, вы уловили основной смысл карты. Дальше мы будем его как-то оформлять, да, чтобы этот смысл от вас не ускользнул. Чтобы этот смысл не остался только в одной форме. Да? Форм там может быть много. И вот этот смысл карты в каждом отдельном раскладе выбирает определенную форму. Да? Как вы при каждом раскладе переливаете часть своего знания в другую чашу, да, в другую ситуацию. Разный. Один и тот же смысл карты в разных ситуациях приобретает некое свое звучание, свою форму. Как-то так. Хорошо, давайте. Крылатый ангел со знаком солнца на челе и заключенным в квадрат треугольником на груди знаком семерицы. Я говорю о нем в мужском роде, хотя сама по себе фигура не является ни мужской, ни женской. Ну, это стандартное значение, да, ангел, он типа бесполый. Потому как неважно, это сущность, да, это некий принцип вообще. Ангелы это принципы, если уж так смотреть, вкратце, очень грубо говорить, да, так по-обывательски, это некие высшие принципы, которым нужно следовать, чтобы достичь, скажем так, врат небесных, да. Считается, пишет Уэйт, что ангел переливает из чаши в чашу субстанции жизни. То есть, собственно, так протекает жизнь. Жизнь протекает со временем. Постепенно, неспешно, либо наоборот быстро, все зависит от той скорости, с которой вы ее проживаете. Одна его нога стоит на земле, другая погружена в воду, наглядно указывая на природу этих субстанций. Так, бла-бла-бла, что там дальше у нас? Ну, про прямой путь, который ведет к далеким холмам, тоже понятно, да, вообще символика пути, движения, развития, это как бы стандартная символика, понятная, видимая во многих картах. И в Луне она есть, и в каких-то еще, ну, в общем, много где она есть. В форме реки она может быть на предыдущей карте на смерти. Но вот ощущение движения, развития и проистекания чего-то из чего-то, да, обязательно должно быть, должно присутствовать. Некая часть тайны вечной жизни. Опять же, да, насколько она доступна для человека в его нынешней реинкарнации. Инкарнации. Смысл в том, что мы все равно не можем видеть всего. Да? И в своем развитии мы пытаемся идти вот по этому пути, пытаемся познать все. Ну, насколько можем познать, настолько мы познаем. Насколько мы можем познать высшую духовность в материальном
в материальной форме, настолько у нас вот этот самый треугольник духовной жизни вписан в квадрат жизни материальной. В целом это, конечно, семерочка, вот та самая семерочка, которая содержит в себе все. Что он там еще пишет? Есть также иные общепринятые значения, связанные со сменой времен года, вечным коловращением жизни и даже сочетанием этих идей. Тут смысл имеется в том, что вот это та самая восьмерочка, да, тот самый символ, который у нас встречался уже в других картах. Помните, да, я когда вам говорил о том, что у нас есть 3 такие границы как бы перехода начала человеческой жизни, да, где-то 28 лет и прочее, есть 3 стадии развития всего, чего угодно, в том числе и 3 стадии развития некой идеи, в том числе и 3 стадии, 3 этапа развития того же самого зодиака, который является универсальной идеей развития. И вот границы, переход из одной стадии становления в стадии фиксирования и далее в стадию перемены, да, у нас происходит через ощущение, через понимание того, что все течет, все меняется, что пора переходить в следующую стадию, что пора двигаться дальше. Да? Первая треть зодиака символизирует собой научение человека, как жить в этом мире, да? И потихонечку, где-то к 28 годам, он должен понять, что ему нужно перейти в следующую стадию. Да? Изменение — это вот тот самый кризис середины жизни. И у нас мы с вами видим вот тот самый Уроборос, да, либо восьмерочка та самая, да, символ бесконечного перетекания одной формы в другую, бесконечного развития, постоянного развития жизни. Тот же самый знак мы видим над головой у мага в начале жизни, да, либо в начале становления, понимание того, что что-то нужно начинать, что-то нужно делать, что-то нужно продолжать. Что ничто не появляется само по себе, все проистекает из чего-то, да? Тот же самый знак, но уже в такой в невидимой, в нематериальной форме, в форме просто идеи, скажем так, перетекания воды из одной чаши в другую, но это та же самая символика, просто она как бы условно скрыта за вот этим символом, за этим жестом. Уэйт так и говорит, что да, вот тот самый... то самое вечное коловращение в жизни, тот самый Уроборос, то самое развитие. Вот такие дела. Неверное утверждение, будто эта фигура символизирует гения Солнца, хотя и является аналогией солнечного света, реализуемая в третьей составной части нашей человеческой тройственности. То есть Уэйт, в принципе, сознательно говорил о тройственности, как о тройке развития, хотя бы по тому же самому зодиаку, да. И вот тут у нас третья составная часть, намек самого Уэйта, что да, эта карта относится к границе перехода между Скорпионом и Водолеем, и Стрельцом, да. По сути, говорит о переходе из интереса к материальной жизни к интересу к жизни духовной. Ну и под конец описания Уэйта заметим, что название умеренность весьма удачно, ибо всецело завладевая нашим сознанием, этот символ умеряет, сочетает и гармонизирует духовную и материальную природу человека. Вот. Пребывая под ее владычеством, рассудочная часть нашей сущности в какой-то мере осознает, откуда мы пришли и куда идем. Вот мне интересно, да, как люди 100 лет назад могли витиевато и в той же мере полно излагать свои мысли. В конце концов, это просто красиво, да? Хорошо. Что мы имеем? Переход от жизни материальной к жизни духовной. Об этом же мы говорили в предыдущей карте, карта смерть. Вот, Лемниската, да-да-да, Анна, спасибо. Лемниската, тот же самый Уроборос, та же самая восьмерочка, да, символ бесконечной жизни, бесконечного перехода из одного состояния в другое, круговорот жизни. Оно же Лемниската. Я временами в рабочем состоянии забываю некоторые термины, я думаю, что вы меня простите. Хорошо. По крайней мере, я пытаюсь восполнить это обилием какой-то интересной информации. Хорошо. Смотрим. 8-й дом.
приданное наследство, долг, кредит, работа с чужими деньгами. То есть обо всем этом мы говорили уже в предыдущей карте. Это в основном понимание того, что незачем тебе свое, если можно помочь другому человеку. Да? Забота о другом человеке, работа с чужими деньгами, с чужим имуществом, с чужими детьми, да, все ради другого человека. Скорпион не делает, правильный, хорошо развитый скорпион полагается в первую очередь на свое желание помочь другим людям. Посидеть с ребенком, погулять с собакой, одолжить денег и прочее, прочее. Вот все это. Как-то так, понимаете? Вот. Поэтому по 8-му дому удобно работать с чем-то чужим. Это логичное, интуитивно понятное для человека в этой теме развитие событий. С другой стороны, своего рода опасные действия, да, связанные с опасными профессиями, с убийствами, с несчастными случаями, да, то есть каскадеры, военные, милиция, уголовники те же самые, все это проходит по 8-му дому, все, что связано с опасностью, со смертью. Просто потому, что вот близость к смерти, близость к опасности обостряет духовное чувство человека. Вот, некоторые просто ловят кайф от адреналина, да, а некоторые понимают, что вот он момент смерти, а что ты сделал, что ты успел сделать в этой жизни. Как-то так. Надеюсь, пояснил чуть-чуть, что такое 8-й дом в общих чертах. Опять же, я не астролог, и зодиак я вижу скорее через битву характеров людей, вот, которые очень схожи с темой домов, да, в принципе, дом это какие-то, как сказать, это ситуация, которая по характеру похожа вот на того самого человека, который является символикой знака зодиака, да, то есть 8-й дом обладает характером скорпиона, а скорпион обладает качествами вот всех этих вещей, которые содержатся у нас, всех тех ситуаций, которые содержатся у нас в 8-м доме. В том числе это, конечно, и Плутон, в том числе это, конечно, и Марс. По сути, Плутон и Марс у нас были и в 1-м доме, да, мы там с вами помним, что есть у нас те же самые планеты. И эти два знака связаны. Как именно они связаны, по каким понятиям, я буду говорить в философских лекциях, да. Как они связаны со 2-м домом, с Венерой и с Хироном, я тоже говорить буду в философских лекциях, просто чтобы не пихать всю эту информацию сегодня. Да? Этого будет слишком много, занадто, да, как говорят в Беларуси. Еще, как говорят в Польше, «co za dużo, to niezdrowe», что в переводе значит «чего слишком много, то уже становится вредным». Да? Собственно, вот эта самая поговорка об этой карте. Если делать что-то слишком резко, слишком сильно, это становится вредным. Это идея умеренности, да? Собственно, как самого понятия. Давайте мы к центральной теме карты и к центральному символу карты прикоснемся. Мы с вами видим некую гравюру, да, времен скорее Возрождения, наверное, да, тут по стилистике что-то такое. С характерным действием наливает какую-то жидкость из одного сосуда в бокал. Да? Она не переливает, она доливает. Что значит этот самый символ? Причем здесь у нас temperies, вот та самая умеренность. Я не помню, как буквально переводится эта фраза, но смысл этого действия в том, что она разбавляет вино. Давайте глубже коснемся этого образа. Да? То же самое действие было принято у древних греков и у древних римлян. Да? Тут не просто вино льют в чашу, его разбавляют водой. Зачем? Для того, чтобы не опьянеть слишком быстро. Чтобы пьянеть правильно, потихонечку, постепенно. Я думаю, что вам, всем, кто употреблял хоть раз алкоголь, да, знакомо это чувство, что если вы пьете алкоголь крепкий, да, то пьянеете вы быстро, и потом может быть не очень хорошо. Но если вы пьете алкоголь
правильный, слабый такой. Ну, от слишком слабого алкоголя тоже смысла нет никакого. Пьешь эту, грубо говоря, сангрию, да, как компотик, и, ну, вроде вкусно, да, но можно с тем же успехом пить обычный виноградный сок. Вкус-то тот же. А вот правильное вино с правильным градусом, оно дает правильное увеличение, усиление эмоций. Вообще надо сказать, что алкоголь это, конечно, усилитель эмоций. И если хотите совет, да, если вы находитесь в благоприятном расположении духа, алкоголь будет влиять на вас благотворно, усилять ваши положительные эмоции. Об этом речь идет еще и в тройке кубков, да, которая говорит о некоем празднике. Вы знаете, что на свадьбе, если пить правильно, если все это чередовать с какими-то танцами, да, с хорошей правильной закуской, то и опьянение происходит такое постепенное, правильное и веселое. И ваши радостные эмоции по поводу того, что кто-то празднует начало новой семейной жизни, тоже веселое и радостное. И вот теперь сравните, как все это дело происходит на похоронах, где каждая рюмка алкоголя, да, усиливает вашу грусть. Хочется все больше и больше плакать. Собственно, так алкоголь и работает. Вот, поэтому пользуйтесь им грамотно. Если вы пытаетесь залить тоску вином, у вас ничего не получится. Ну, то есть залить, то у вас получится. Вот, но радости от этого у вас не прибавится, а вот более тоскливо вам станет. Поэтому, ну, вот такой маленький совет, но я думаю, что вы и так это знаете все. Теперь по поводу умеренности, зачем эти самые древние греки разбавляли вино водой, именно для того, чтобы не портить себе впечатление, да, чтобы не портить праздник. Если пить слишком крепкое вино, опьянеешь быстро. Отсюда же идет понимание умеренности как добродетели. Об этом говорили еще и древние греки, да, те же самые Аристотель, допустим, да, считал умеренность оптимальной серединой между двумя пороками – бесчувственностью и распущенностью. Да? То есть совсем холодность по эмоциям и чрезмерная жажда этих самых эмоций в виде распущенности, да, это плохо. А вот оптимальная середина, чтобы и правильно чувствовать, и хотеть чего-то правильного, вот это и есть умеренность. Да? Ни мало, ни много. Все как со змеиным ядом, да, слишком мало змеиного яда не даст никакого эффекта, слишком много змеиного яда убьет человека. А вот умеренная доза, выверенная, тщательно, аккуратно, осторожно отмеренная доза змеиного яда является лекарством. То же самое и с вином, и с любым другим действием. Если вы будете делать что-то слишком рьяно, слишком активно, вы испортите ситуацию. Если вы будете делать слишком медленно и боязливо, то вы ничего и не сделаете. Теперь умеренность. Добродетель, выражающаяся в самоограничении для достижения нравственной цели. Что такое самоограничение? Это контролирование своих плотских порывов. В античности софросюне, умеренность, считалась одной из 4 главных добродетелей, наряду с мудростью, мужеством, справедливостью. Запомните эти 4 понятия: умеренность, мудрость, мужество и справедливость. И определялась как способность разума отказываться от тех удовольствий, которые препятствуют достижению благой цели. Мэри Поппинс учила не есть много сладкого. Это вредно, это не полезно. Мэри Поппинс учила делать все вовремя, правильно, аккуратно, но не тормозить, скажем так. Платон, если мы возвращаемся от викторианской Англии к древним грекам, считал, что умеренность состоит в применении правильного понятия о добре и зле и к контролю собственного поведения. То есть нужно понять, что есть хорошо, что есть плохо, и делать это соразмерно, контролируя свои собственные действия. В христианской трактовке умеренность делает человека независимым от того, над чем он не властен, и тем сохраняет мир души и чистоту сердца, без которой невозможно спасение. Спасение – это тот самый путь, который у нас нарисован на карте, по которому предстоит пройти человеку. Проходить его нужно спокойно, уверенно, но не спеша. Почему умеренность делает человека независимым от того, над чем он не властен?
То есть, ну, если вы не можете контролировать свое собственное тело, да, то есть выпили вы сразу литр водки и контролируете свое тело, чтобы тело пьянело правильно, постепенно, да, контролируете осознанно свой желудок, чтобы он правильно перерабатывал этот алкоголь и вбрасывал вот этот алкоголь в кровь равными правильными дозами, чтобы не нанести себе вред. Этого вы сделать не можете. Потому что желудок контролировать вы не можете. Но вы можете контролировать свои действия. Правильное потребление чего-либо, либо правильные действия, разумные, осознанные, ведут к правильной работе того, чего вы контролировать не можете. То есть свое духовное развитие. Чтобы контролировать духовное развитие, нужно ограничивать действия физические. Да? Тут у нас идет работа взаимодействия 8-го дома Скорпиона с Тельцом. А Телец — это как раз все физическое, все приятное, теплое, мягкое, вкусное и полезное. Да? Вот это полезное, если его слишком много, тоже становится вредным. Сахар, углеводы полезны для работы мозга, но слишком много сахара ведет к ожирению. Мясо как источник белка и силы для мышц тоже полезно, но если его есть слишком много, либо оно будет слишком жирным, да, это будет опять же вредно, будут проблемы с здоровьем и прочее, прочее, прочее. Вот так эти два дома уравновешивают, дополняют друг друга. Астрологи знают, что противоположные дома всегда работают в паре. Это всегда одна и та же линия с двумя концами. Это одна и та же монета с разными сторонами. Телец и Скорпион по сути одно и то же, просто взгляд с разных сторон. Сам-то человек находится в середине. Хорошо. Сегодня в наше время очень важна тема правильного, грамотного, умеренного использования чего-то. Потребляй меньше, используй дольше, перерабатывай больше. Да? Вот это вот эко, био, да? Осознанное потребление, вот это та самая тема, которая давным-давно, еще в христианские времена, была достаточно популярна. Но мы не можем контролировать природу, да, потому как мы не властны над природой. И чтобы не нанести ей вред, мы можем контролировать свое собственное поведение. Да? Мы не властны над своей собственной душой, но над телом мы властны. Мы можем контролировать свое тело, чтобы душа развивалась правильно, чтобы тело не контролировало душу. Понимаете? Вот такие дела. Теперь давайте вспомним про умеренность, мудрость, мужество и справедливость. 4 таких главные добродетели. Что это такое? Есть такое понятие, как тетраморф. Помните, у БГ, у Гребенщикова была песня на стихи... Напомните, на чьи стихи была песня. Я знаю, что вы помните. «Под небом голубым есть город золотой». И прочее, прочее, да? Тебя там встретит огнегривый лев и синий вол, исполненный очей. С ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. Кого? Тебя? Вот этого самого человека, потому как четвертая составляющая часть тетраморфа — это ангел, либо понимание человеческой души, человеческой сущности. Херувим тетраморф. Но не то чтобы он херувим, а тетраморф — это сочетание 4 понятий, сочетание 4 знаков. В христианстве это символика, допустим, 4 евангелистов. Поэтому вот тут некая книжка. Но мы понимаем, какая книжка в руках у ангела. Да? В алхимии, допустим, тетраморф — это сочетание 4 стихий. Это земля в виде тельца, да? Это земля, вода, огонь и воздух. Да? Если мы берем астрологию, это те же самые 4 основных, главных, так как вам тут показать-то правильно, это божечки, вот так как, надеюсь, видно. Основные 4, ну, скажем так, главных, чуть ли не главных знака. На самом деле все знаки-то равны, как 12 этих самых рыцарей круглого стола, они все были равны. Даже король Артур был первым среди равных.
Вот. Но все равно есть знаки, которые в нашей материальной жизни лучше других знаков приспособлены к экшену, к земному, к материальному действию. Это знаки фиксированной четверки, фиксированного креста, то есть телец, это справедливость, да, символ тельца, это сложно временами бывает, да, это вот так вот лев в виде мужества, 5-й дом, 8-й дом, тот самый скорпион, та самая умеренность, да, и мудрость, тот самый водолей, либо тот самый ангел, символика человека, жаждущего знания, стремящегося к познанию всего и вся, да. Это 4 евангелиста, которые принесли нам 4 Евангелия, да, от Марка, Луки, Иоанна и кого-то там еще, и Петра, да, если я не ошибаюсь. Если ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста, у меня с именами всегда полный швах. Вот. Анри Волоконский, автор слов «Город золотой». Да, совершенно верно, спасибо. Вот. Если можно было бы, я бы гуглил, да, чтобы, не мучаться, да, но вот у вас есть время, вы можете гуглить, будете меня спасать, если будете. Матфея, да. Хорошо. С именами у меня, как и с датами, очень сложно. Анри Волохонский не может, а так оно и есть, он самый. Хорошо, то есть мы с вами видим, что умеренность или temperance по символике, по смыслу, она выпадает никуда иначе, как в 8-й дом, либо, говорят точнее, в переход 8-го дома в 9-й, вот та самая граница между материальным миром и миром духовным. И, как правило, где-то к 55-56 годам мы с вами знаем, что если мы берем среднестатистического мужчину, да, происходит некая волшебная метаморфоза с мужчиной. Либо он осознает духовность этой жизни, конечность этой жизни материальной, да, и начинает стремиться к духовной жизни, начинает потреблять грамотно, правильно, начинает заботиться о здоровье, следить за своим собственным телом, чтобы прожить эту жизнь максимально правильно, да. Либо происходит метаморфоза другого рода, он осознает, что жизнь коротка, что нужно все успеть и пытается там взять от этой жизни максимум, да? Покупает спортивный автомобиль, заводит молодую любовницу, одевает там какую-то модную красивую одежду, в общем, ведет себя как подросток, но при всем этом пытаясь хлебать жизнь полной ложкой, скажем так. Все понимают это по-разному. Хорошо, конечно, если человек в конце концов приходит, не то чтобы в религию, но хотя бы в понимание того, что кроме материальной жизни есть что-то еще. Намек на этот переход мы с вами видим в следующей карте, которая называется «Дьявол». Это символика Стрельца, символика Юпитера с фоновым таким, как бы стелющимся Нептуном, да? Вот. Это символика, во-первых, религиозных учений, различных сект, и понимание того, как именно тебе нужно развивать свою собственную жизнь. Не так, как тебя учили там раньше иерофанты, это парные карты, опять же, как и противоположные дома, да? Так и понимание того, что же конкретно тебе, какую идеологию, политику выбрать тебе для развития своей собственной духовной, какой-то более правильной жизни, менее зависимой от материальной жизни, да? Чем тебе заняться? Велосипедным спортом, или, может быть, благотворительностью, или, может быть, податься в религию, что угодно. Но человек пытается найти смысл своего существования помимо материального. Хорошо, если так. Вот, если нет, что ж поделать, бывает. Роман, а как зовут ангела на карте умеренность? Имени у него, символика там может быть разной, да, но по сути это символика богини Ириды. Как в христианстве, я уж не помню, я не нашел четкого соответствия, потому как нет в христианской символике ангела с атрибутами, которые переливает из одной чаши в другую.
Есть символика Ахуры Мазды, да, у этих самых, у шумеров. Там бог света проявлял чудеса ловкости, скакал с зубца на зубец крепостной стены, когда боролся, бился с темным богом, да. Вот там он переливал воду из одной чаши в другую, не проронив ни капли, не пролив ни капли при этих вот сумасшедших прыжках. То есть там была такая символика аккуратности, предельной точности действий, да, ювелирности действий, что он всегда достигал цели в любом положении. Вот. В христианской символике я такого не нашел, может быть, плохо искал, может быть, не глубоко, поэтому если вы знаете символику ангела с двумя чашами, которые переливает из одной в другую, ну, you welcome, пожалуйста, буду рад в комментариях совету, я буду просто счастлив, на самом деле, без всякого сарказма. Если взять символику древнегреческую, это, конечно, Ирида. На что тут намек? Намек тут на Ириду как раз вот в этих самых цветах, да? Что за цветы такие желтые, достаточно хорошо, а вот в книгах написано, что этого ангела зовут Михаэль. В каких книгах? Автора в студию. Давайте, в каких книгах с цитатами я буду рад. Имени ангела нет, но в Апокалипсисе есть ангел, одной ногой стоящий на земле, другой в море. Это частый образ, это символика пребывания в двух мирах одновременно. Если берем древних греков, да, Габриэль, видите, вот, то ли Михаэль, то ли Габриэль, да, то ли какой-то другой ангел, архангел, либо кто-нибудь там еще, да, либо Херувим вообще, который тетраморф. В общем, единого мнения нет. Поверьте, я искал, что я нашел? Соответствие я нашел. Соответствие древнегреческой богини, которая звалась Ирида. Вот. Почему Ирида имеет отношение к этой карте? Ирисы, цветы, которые славились радужными оттенками, переливанием, плавным перетеканием из одного цвета в другой, и которые росли где-то там на границе между водой и землей, да, такие, вот, считались цветами богини Ириды. Теперь давайте посмотрим, что за богиня Ирида такая, что она такая веселая, радостная, и что же она делала. Какие функции были у богини Ириды. Причем, заметьте, крылышки у нее присутствуют, но такие маленькие, легкие, как у бабочки, как у стрекозы. Почему как у стрекозы? Потому что стрекоза — это символика радости, символика перерождения материального тела в духовный мир. Почему? Потому что стрекоза — это то, что живет между двумя мирами. Стрекоза — это символика, любой бабочки. Да? Можно сказать, что это бабочка, да? Радужный перелив на крыльях бабочки. Пол жизни существо ползает в виде гусеницы, либо живет в виде личинки под водой. Вот, все-таки тут больше намек на больше намек на стрекозу. Потому что пол жизни существо живет под водой в виде личинки, оно там ползает, что-то ест, ведет такое материальное, грубое, приземленное существование. Потом закутывается в кокон, в оболочку, да, в такую, там происходит метаморфоза, перерождение этого существа, и появляется воздушное, легкое, летающее существо в другом мире. То у нас был мир подводный, то у нас теперь мир воздушный, хотя существо одно и то же. Существо на границе двух миров, пребывающее сначала в одном мире, потом в другом. И вот эти вот радужные крылышки, да, это вот порхание радужное, да. Помните, вот если мы берем образ, да, плесунья стрекоза, да, лето красное пропело, либо как там точно, да.
Вот оглянуться не успела, уж зима глядит в глаза. То есть, ну, вот та самая стрекоза, легкое, радостное существо, которое живет в каком-то возвышенном мире. Вот та самая богиня Ирида. Что же она делала, да, ее функции. Ирида в древнегреческой мифологии первоначально олицетворение и богиня радуги. Да, вот радужные крылышки, радуга. Радуга происходит на границе двух миров, водного и воздушного. Прошел дождь, выходит солнце, да, меняется ситуация от плохой к хорошей, появляется радуга. Предвестница счастливых, радостных новостей. Дочь Тавманта и Электры, сестра Гарпии. Жена Зефира. Зефир — это этот самый легкий ветер, скажем так. Главная роль Изиды в древнегреческой мифологии, в системе древнегреческих богов, это быть вестницей богов, приносить радостные вести. Если Гермес приносил вообще любые вести, либо известия, которые насыщены информацией, то Ирида приносила исключительно радостные вести, счастливые, радующие человека. Также поручение. Она разносилась с быстротой ветра по земле в морские глубины и даже в преисподнюю. Зевс посылает ее с кубком набрать воды из Стикса. Поэтому это богиня, которая, собственно, набирает воду из Стикса, из другого мира. Да, вот эта символика двух ног. Одна стоит в одном мире, другая в другом. Ты и в мире живых, и в мире мертвых, потому что Стикс — это вода мертвых, да. Вот. И набирает эту воду с тем, чтобы каким-то образом использовать ее опять в живом мире. Вот такие дела, пироги. Как богиня радуги, являющаяся после дождя в туче или в брызгах воды, Ирида стояла близко к морским божествам. У поэтов она является иногда прислужницей Геры и исполнительницей ее поручений, подобно тому, как Гермес играет такую же роль при Зевсе. Грубо говоря, у нас с вами женский вариант Гермеса. Гермес Трисмегист как носитель информации, да, и Ирида как носитель эмоций, радости, беспричинной. Понимаете? Это символика духовного мира, где не важен разум, где важна душа, где важны эмоции, правильная любовь ко всему миру. Как-то так. На влюбленных ангел Рафаэль, на карте суд Габриэль. Вот. А тут у этого ангела нет имени. Да? На умеренности это Ирида, в самом деле богиня радости. Уэйт это прекрасно знал, именно поэтому у Уэйта там отчетливо ярко нарисованы ирисы, как намек на богиню Ириду. Вот. Хорошо. Собственно, по имени богини радуги назван цветок ирис за богатство вариантов, его окраски и химический элемент иридий, соединение которого также имеет множество цветов. Угу. Собственно, изображалась Ирида чаще всего летящей с распростертыми большими крыльями, с кадуцеем или чашей в руке. Вот вам ангел с чашей, пожалуйста. Именуется златокрылой. По рационалистическому истолкованию происходит из облака, то есть это символика облака, из которого эта вода льется. Откуда берется вода в облаке? Из земли. Испаряется, да? То есть, собственно, вот вам, пожалуйста, скажем так, физика древних греков. Вот такие дела, пироги. Так, у нас там пояснение, где какого ангела зовут. Хорошо. Вот. Поэтому, собственно, что делала богиня Ирида? Она несла воду. Это водная карта, да, это водный дом, 8-й, Скорпион, все это вода, эмоции. Это носитель эмоциональный, предвестник радости. Радуга вообще это символика радостного события. Да, в том же самом мифе о Ное, когда все заканчивается благополучно, после потопа, когда Ной приносит первую жертву на новой земле, появляется радуга как символика окончания бедствий.
Отсюда, собственно, и радуга как символика радости уже в христианстве. Поэтому можно сказать, что карта Temperance, умеренность, она значит постепенный, плавный, неторопливый, умеренный, правильный переход из какого-то материального, грубого, неприятного состояния в жизнь другую, высшую, духовную, которая знаменуется спасением души вот в виде той самой короны, да, и путь к ней лежит не близкий, спокойный, неторопливый, соразмеренный. Тот самый срединный путь, который открылся Будде в момент, когда он перестал колебаться между крайностями, между слишком богатой жизнью, как сыр в масле у отца в дворце жил 25 лет, и между другой крайностью, когда он 7 лет вместе со аскетами сидел под деревом, ел только то, что приползло само к нему в рот, да, и пил только то, что там с неба упала какая-то вода. Вот, то есть две крайности плохо, а вот срединный путь это то, что между ними. Умеренность и есть тот самый восточный срединный путь, скажем так. Это то, что постиг Будда. Как-то так. Радость жизни состоит в умеренном использовании этой жизни. Не слишком ярко взахлеб, но и не аскетично вот так вот. Не надо мне этого, да. Что-то средненькое. Тогда будете счастливы, довольны. Есть еще одна интересная символика. Что у нас там по времени? Часик есть, да? Окей. Есть еще у нас одна интересная символика, да? Переливание воды из кубков в кубок. Забыл, как зовут автора. Вот. Но тут как бы и символика Водолея присутствует. И символика этой самой Ириды тоже присутствует, потому что мы с вами видим 3 стадии понимания жизни. Старый Водолей, водонос, да, принес воду, то есть делится своим опытом, своей радостью жизни, да, умудренный старый человек принес воду напиться 2 другим. Человек такой уже зрелый, как бы, да, он уже пьет эту воду. Старый водонос уже выпил свою воду, да, он помогает другим людям. А вот молодой мальчик, он только взял эту чашу, только готовится испить в полной мере опыт жизненный. Какая вот интересная символика. Вообще они там раньше, 100, 200, 300, 500 лет назад знали толк в символике. Не то, что мы сейчас с нашим этим самым, с нашим модернизмом можем только старые символы как-то перелопачивать. Раньше толк знали в красоте выражения, да, как в словесной, так и в изобразительной. Но более детально мы эту картину, мы еще раз вспомним эту картину уже в Водолее, собственно. Почему символика водоноса очень важна в работе с другими людьми. Образы в кино. Подождите. Образы кино у нас напоследок, на сладкое, да. Самое вкусное всегда в конце, на десерт. Сначала давайте коснемся все-таки значений. Да? Какие значения принимает карта в раскладах на практике? Надо сказать, что более детально, я напомню еще раз, мы с учениками будем рассматривать на практических лекциях, но тем не менее они тоже все эти лекции смотрят. Вот, поэтому это та открытая информация, которой я делюсь со всеми, имею возможность делиться со всеми. Социум и желание, то есть огненная какая-то стихия, социальная работа и прочее, все вот связанное с этим. Широта взглядов, да, это когда вы перестаете смотреть только на свою точку зрения, да, выходите за границы, меняете свою точку зрения, меняетесь сами, да, с течением опыта, с жизненным опытом. Потихонечку, постепенно, умеренно, шаг за шагом вы меняете свое мнение по поводу этого мира. Человек, который не меняет своих убеждений на протяжении своей жизни, это человек, который закоснел в своих взглядах. Умный человек постоянно будет учиться чему-то новому, постоянно будет стремиться открывать мир с новых сторон. Потихонечку, по чуть-чуть идти дальше вот к расширению взглядов. Отсутствие снобизма. Собственно, отсюда идет и отсутствие снобизма. Да, то есть, если вы сноб,
то, конечно, вы, принимая другую точку зрения, становиться в чужой ботинок, да, пробовать погрузиться в мир другого человека вы не будете. Почему по этой карте погружается в другого человека, да? Потому что смысл проблемы — это вода, да? Две чаши — это два человека. Одна и та же идея при переходе из одного человека в другого может принять абсолютно другую форму. И по этой карте вам важно помнить о том, что каждый человек по-своему понимает какие-то общие истины, по-своему их видит. Эта вода в его чаше приобретает форму его чаши. Вот. Поэтому очень важно отсутствие снобизма и замыкания в своем собственном мире. Отказ от традиций и норм. Все течет, все изменяется. Если как телец, как неправильный, как такой вот темный телец, закосневший в своем видении мира, застрять в чем-то одном, то вы рискуете не изменить свою жизнь. Потихонечку нужно отказываться от тех традиций, которые не являются современными, не соответствуют изменениям нашей жизни. Да? Оно, конечно, хорошо следовать традициям предков, но важно понимать, что жизнь меняется. И порой традиция ходить с коромыслом за водой для вас может не иметь ничего общего с реальностью, потому как у вас есть водопровод. Вам не нужно ходить с коромыслом за водой, понимаете? Если вы будете продолжать это делать, то вы будете выглядеть смешно. Поэтому некоторые традиции и нормы порой уходят в прошлое вместе с тем, что отжило свое. Там же отсутствие формализма. Вы понимаете, что самое главное — это идея, а не форма идеи. Конечно, для тельцов важна, допустим, форма. Но для скорпионов порой важнее идея, смысл. Поэтому некоторые учат значение карты, пытаясь вбить себе в голову как можно больше форм одной и той же карты. А некоторые просто пытаются копнуть глубже, понять смысл карты и отказаться от всех других значений, просто потому что если вы понимаете суть карты, то это понимание той самой жидкости, той самой воды, да, смысла карты. В разных ситуациях, в разных чашах эта карта может принимать порой разные значения, но если вы узнаете по вкусу саму жидкость, то вам нет смысла помнить, где, в какой чашке что. Вы можете всегда попробовать на вкус ситуацию, понять, в чем здесь проблема. Как-то так. Ну и, конечно, по работе это изменение, потому как, опять же, все течет, все меняется. Ангел находится в двух мирах. Это символика перехода из одного состояния в другое. Это символика развития ситуации. В негативе это символика перехода в ту ситуацию, которая вам не нравится. Но это все равно развитие. Это все равно переход. Может быть, слишком медленный, да? Финансы и имущество. В плане пентаклей, земли, это новый формат заработка. То есть зарабатывали вы, продавая картины, допустим, да, потом вы поняли, что гораздо выгоднее для вас будет рисовать эти самые картины и продавать их уже от своего имени. Так можно продавать все, что хочешь, и рисуешь, да, зарабатываешь еще больше. Либо наоборот. Ты рисуешь, продаешь, как-то так слабенько, потом ты понимаешь, что пока ты рисовал, ты хорошо изучил искусство, там теорию искусства, допустим, да, ты хорошо начал разбираться в искусстве, потому что ты стремился сделать хорошее, это самое искусство, да, поэтому ты можешь лучше других людей отличать хорошего от плохого, собственно, на этом можно зарабатывать, продавая это же самое искусство, а не создавая его. Таким образом, ты меняешься, ты переходишь из одной формы в другую, но тем не менее ты продаешь искусство. Вот, то есть суть та же, форма другая. Это вложение средств, когда вы понимаете, что есть какие-то средства, есть какие-то финансы, которые можно вложить в одну форму, можно вложить в другую. Грубо говоря, можно в банк вложить, а можно в недвижимость, а можно в акции, а можно вложить в какое-то дело, которое будет приносить прибыль. То есть деньги меняют свою форму. С банковского счета перетекают в дело. Либо наоборот, из дела в виде излишков, из избытков прибыли перетекают на банковский счет. Вот. Важно понимать, что деньги надо вовремя переводить из одной формы в другую. Перевод из оборота в запас. Либо наоборот, перевод из запаса в оборот, в дело пустить.
Вот. Взвешенное решение. По этой же карте, ну, как, в принципе, 8-й дом — это работа с чужими деньгами, это тщательно, спокойно принятое решение. Да, нужно взвешенно принимать решения, не спеша, как переливаете воду из чаши в чашу. Потихонечку обдумали все, сделали действие. А вот спешить не надо, расплескайте. Медлить не надо, иначе вода выльется мимо чашки. По действию. Воздушная стихия, да, какие-то действия, работа с информацией, воздействие на других людей. В принципе, вся работа с информацией — это воздействие на других людей, это силовая система. Да, просто в наше время силовики работают с помощью информации. Войны производятся в цифровом пространстве. Понятно, да? Как нужно действовать мечам, силовикам, ну, силовики в кавычках, это не люди в погонах, это люди, которые пытаются что-то сделать в своей жизни, которые больше полагаются на какое-то, скажем так, силовую попытку изменения своей реальности, нежели попытку выждать у моря погоды. Это выдержка в первую очередь. Вовремя действовать нужно, понимая, что ты делаешь. Потихонечку, не спеша, в нужный момент, не раньше и не позже. Правильное слово сказано с нужной громкостью и тогда, когда нужно, вовремя. Слив информации должен происходить в точно выверенное время. Не раньше, не позже, а как раз тогда, когда он нанесет наибольший, ну как, ущерб либо пользу. Скажем так. Поэтому ощущение времени по воздуху очень важно. Собственно, темперанс и является этим ощущением времени, правильного темпа. Повторяемость некоторых событий в свое время ведет за собой правильные действия в нужный отрезок этого самого цикла действий. Да? Спокойствие. Смотрите, что такое спокойствие? Спокойствие — это когда вы ровно дышите. Вот. Я с учениками на одной из последних лекций разбирал карту Император. И есть шикарный видеоклип, шикарный визуал этого самого по поводу карты Император. Это группа Би-2. Да, знаете, это Шура Би-2 и Лева Би-2. Да? Отличные ребята. Белорусы по месту рождения, а потом Израиль, Австралия, а потом Россия, да, то есть они такие вот люди мира. Вот, и у них шикарная визуальная составляющая их творчества. И порой мне кажется, что там специально им кто-то что-то, такие тексты пишет, хотя они сами пишут тексты, но с этими самыми, с режиссерами своих клипов они работают очень здорово. И есть очень много соответствий интересных, хороших. И вот там соответствие карты Император. И там есть слова такие в этой песне. Песня называется «Безвоздушная тревога». Да? Слова такие: «Ровно дыши, капитан моей распущенной души». Вот это ощущение ровно дышать — это то, что не всегда умеют эмоциональные тельцы. Да? Такие вот. Они, конечно, спокойные, но и выбесить их можно тоже. Скорпионы, в свою очередь, тоже эмоциональные, но они более скажем так, по более разнузданной символике проходятся чаще, да. Поэтому вот эти слова «ровно дыши», да, успокой свое дыхание, чтобы сделать что-то правильно, чтобы сделать что-то спокойно, чтобы аккуратно сделать свои действия. Поэтому правильные действия по умеренности — это спокойные, выверенные, когда ты отдышался сначала, подумал, а потом сделал. Вот. Собственно, спокойствие и неторопливость — это то значение карты, которое является правильным. Ну, как правильным? Основным по воздуху, допустим, этой карты. Правильные действия по воздуху, выдержка, спокойствие. Дышать с правильным темпом, с правильным ритмом. Вот. Перевернутое значение, само собой, то же самое, только работающее в ущерб ситуации. Да, то есть перевернутая темперанс будет говорить о том, что человек действует спокойно, неторопливо,
там, где ситуация этого не подразумевает. Да, то есть там наоборот нужно действовать быстро, не думая. А он действует с выдержкой, со спокойствием, с неторопливостью. Не всегда это уместно. В каких-то ситуациях, например, при ловле блох, выдержка и спокойствие никакого толка не несут, наоборот, скорее мешают. Там нужно просто действовать резко быстро. Ситуации же разные бывают, да? Умеренность не всегда уместна. Вот там, где она неуместна, карта будет перевернутой. По эмоциям и по личной жизни. Благие цели, внимание к мелочам, новые традиции. То есть это движение к новой, светлой, хорошей, правильной, не размеренной жизни, скорее к правильной для вас жизни. Там, где то, что вам нужно, присутствует не больше и не меньше, а ровно столько, сколько вам нужно. Внимание к мелочам при общении двух людей, да, понимание того, что у другого человека чуть-чуть другой ритм жизни, ты понимаешь, улавливаешь, что за ритм жизни у другого человека. Новые традиции, эта карта принимает значение новых традиций, если отношения двух людей нужно менять, что они уже логично подошли к завершению некого цикла и нужно там что-то делать дальше. И обдумывать эти изменения нужно спокойно, планомерно, размеренно. Понимание сути отношений – это фокусировка вот на той самой воде. Да? Любовь для одного человека и любовь для другого человека может быть в чем-то разниться. Вы должны понять, в чем состоит суть ваших отношений. И понять, что не важно, в какой она форме у вас присутствует, важно, что она есть. Важно, что эти самые эмоции у обоих людей одинаковые. В какой они там форме у вас в голове находятся, не важно. Важно, что это любовь, что это правильные, нужные эмоции. Ну и, конечно, новый уровень отношений без смены формы. Это скорее перевернутое значение карты, да, то есть неважно, как вы там встречались вместе, да, новый этап отношений ведет за собой изменение, ну, скажем так, самого смысла. Например, встречались 5 лет, это у меня всегда такой стандартный как бы пример, да, встречались 5 лет, мужчина чувствует, что надо уже как-то вместе съезжаться, да, но не торопится, не спешит это делать, потому что понимает, что по сути мы и так уже давно женаты, да, с этой женщиной, просто мы не живем вместе и не расписаны в ЗАГСе, но если мы вместе все делаем, да, и только ночуем в разных домах, то нет разницы, можно спокойно переехать жить вместе, да, и по сути это будут те же самые отношения, просто может быть в какой-то новой форме, но эта форма не имеет смысла, нет разницы. Само собой, что как бы не для всех людей отношения понятны именно на таком уровне. Вот, поэтому порой бывает сложно понять, как именно нужно менять жизнь, особенно если очень быстро хочется ее поменять. В этом плане карта, конечно, будет скорее говорить о том, что спешить не надо, торопиться не надо. Для многих клиенток, да, для тех людей, которые задают вопрос, порой эта карта является разочаровывающей. Ну как так он не хочет ничего менять, как так он и муж, и не муж? А вот так, он пребывает в двух состояниях одновременно, и в мире мужей, и в мире любовников, скажем так. Но если его это устраивает, то как бы в этом и есть суть ваших отношений, что как мужчина в вашей жизни он присутствует. Одновременно как и то, как и любовник, и как муж. Но это чуть-чуть запутанно, да, мы с учениками будем разбирать уже более детально это дело на лекциях. Хорошо. Самое интересное, образы в кино. Вот мне тут пишут, что что-то там такое было. Карту умеренность также называют картой воздержания, например, воздержание от еды или употребления алкоголя, воздержание от чрезмерного погружения в удовольствие. Вот воздержание от чрезмерного погружения, окей, соглашусь. Вот, потому как ничего плохого в алкоголе и в хорошей вкусной еде нет. Ничего плохого нет, ничего плохого в шоколаде нет. Ничего плохого нет во вкусной сладкой булочке, да, или в шашлыке. Плохо, когда этого слишком много. Вот. Либо, если вы знаете, что это для вас вредно в любом количестве, то даже такое количество для вас плохо, потому что его слишком много.
Для каждого человека есть свое понятие меры. Соответственно, для каждого человека есть свое понятие умеренности. В принципе, воздержание — это правильное слово, но оно слишком узкое. Воздержание — это отказ, но до правильной меры степени. Но должно и присутствовать еще. То есть хорошо, что карту не называют карта отказа. Да, потому как отказ — это убрать совсем из своей жизни что-то, то, что вам мешает. А воздержание — это допускать в своей жизни что-то, там, алкоголь, какие-то легкие наркотики, какие-то сладкая еда, какая-то вредная жирная пища, там, какие-то прелюбодеяния, ну так, чтобы чуть-чуть в меру, да. Вот, все хорошо в меру, но потихонечку, правильно и с заботой о будущем. Хорошо, давайте поговорим по визуальным образом. Помните, глупец, золота не может быть слишком много, да? Оказывается, может быть. Иногда ощущение того, что если чего-то слишком много, то тоже это плохо. Это вот та самая польская поговорка: «Что за дуже, то не здорове». Да, чего слишком много, то начинает приносить вред. Собственно, у нас этот самый шах или падишах, там кто он там был, он по итогу чуть не погиб. Ну, в классической сказке он бы, конечно, погиб, потому как, ну, нормально, да? Вот. В добром советском мультике как бы он чуть не погиб, но тем не менее все мы понимаем, да? Вот тот самый образ умеренности. Если ты хочешь умеренно для благой цели, то жизнь тебе даст то, что тебе нужно. Если же ты как неправильный телец накапливаешь все больше и больше, золото тебя закроет, и ты потеряешь смысл духовного развития. Ты погрязнешь под завалами вот материальной сущности нашей жизни. Как-то так. Хорошо. Символика изменения, перехода из одного состояния в другое. И мы с вами помним, да, что, смотрите, я вам дам намек, да, на взаимосвязь. Вот у нас дом 8, конец 8 дома, да, мы переходим на противоположную сторону, видим начало 3 дома, да, тот самый император и иерофант, ну, ближе к иерофанту. В иерофанте у нас речь шла о этих самых, о неких веществах, да, помните, о кактусах у этого самого, у Кастанеды, о Пьетле, о Балисе с гусеницей, которая что-то там курила, да, и, собственно, любимый мной фильм «Блуберри» с настоем из каких-то грибов, не грибов, ягод, не ягод, ну что-то такого, и с каким-то правильным табаком, да, таким веселым, хорошим, ну, мы понимаем, да, символика неких веществ в иерофанте, как в моменте перехода из одного мира в другой, как в моменте изменения сознания, да, химический способ изменения сознания. Элевсинские таинства, где люди кушали специальные печеньки из перебродившего зерна, да, и перебродивший напиток кикион из ячменя и мяты. Ячмень, который поражен спорыньей, черной плесенью, и который является галлюциногеном и позволяет открыть путь в другой мир. Да? Вот та же самая тема присутствует в полной мере у дьявола в религиозных сектах, в религиозных учениях с одурманиванием, в негативе, конечно, но и в теме переливания из одной чашки в другую в правильной дозировке этих самых химических веществ. Да? Я не говорю, что это единственный путь на ту сторону. Я не говорю, что это единственный как бы способ познания истины. Да? Более того, я напомню, что наркотики это плохо, да? Но многие наркотики являются лекарствами, и в правильной в дозировке, в потребляемой из большого в маленькое, присутствовало у нас в моменте, когда Алиса
пила жидкость из пузырька, да, и кушала там какую-то булочку, либо кусочек гриба. Откусишь с одной стороны гриба, станешь меньше, откусишь с другой, станешь больше, да. Все это дело у нас присутствовало, было. Вот вам намек на то, что одна и та же суть, да, при разной форме имеет разное содержание. Та же самая тематика присутствует у нас в форме перехода из одной жизни в другую, где мы погрязли под своими пороками. Напомню, что это «Ной», да, Даррена Аронофски, шикарный фильм, всем советую, посмотрите, отличное кино, как и все у Даррена Аронофски. Вот. И там присутствует тематика тех же самых веществ, которые дед этого самого Ноя, да, тот самый иерофант, который уже потерял интерес в жизни и видит интерес в жизни только там в каких-то вкусных ягодках, да, которые, ну, радуются текущему моменту жизни, проще говоря. Вот там присутствует тема неких веществ, которые открывали Ною путь к общению с Богом. И он слышал глаз Бога и понимал, что нужно делать, да. Впоследствии, как бы уже потом, когда он достиг земли, да, горы Арарат, и вода спала, он пытался услышать опять голос Бога, но уже с помощью перебродившего виноградного сока, то есть вина, да, но не мог услышать этот голос от того, что вещество не то, дозировка не та, неумеренное потребление вина привело Ноя в жалкое состояние, где над ним смеялись дети, да, вот его же, собственно, ну и прочее. Вы помните, знаете этот миф, да? Это та же самая символика перехода из одного мира в другой, из неправильного грешного мира в правильный безгрешный мир, где дальше люди уже сами решают, как им дальше жить. Смывание с себя всех грехов, да, путем отказа от того, что неправильно, отказа от человечества, от неправильного, от грешного человечества. В общем, это очень философский фильм, потому как, ну, и базируется-то он на такой мифологии глобальной, да. То же самая тема в Блуберри, помните, да, опять же, вот те самые вещества, которые позволяли человеку при правильной дозировке путешествовать между мирами, познавать свои проблемы с другой стороны, с точки зрения, которая находится над тобой. Отказываясь от всего земного, ты без земных привязанностей смотрел на свои проблемы и лучше их осознавал. Тоже очень философское кино, но с таким скрытым подтекстом, да, его нужно смотреть внимательно, понимая, что ты смотришь. Очень хорошее кино, своим ученикам, да и всем, в принципе, я его крайне рекомендую. Тема роста, внутреннего роста человека и признания своих собственных ошибок, борьбы со своим собственным дьяволом, мы еще не раз будем это кино вспоминать, оно прям перенасыщено этими образами, символикой, архетипами. В общем, Ян Кунен, который снял Добермана, там Винсент Кассель снимался в главной роли, Джулиет Льюис, Майкл Мэтсон. Шикарное кино, всем советую. Посмотрев это кино, вы поймете, что к чему, это очень здорово. Да? Что у нас еще по символике правильной жидкости и перехода из одного состояния, из одной жизни, круговорота жизни еще раз и еще раз. Фильм «Фонтан», о котором мы уже говорили на предыдущих лекциях, и вот та самая жидкость древа жизни, которую искал конкистадор, да, в первой жизни, чтобы спасти королеву Испании, да, ее возлюбленную. И тематика перехода одной жизни в другую с развитием некой идеи, где мы видим, что там есть 3 ключевые линии, да, там, где один человек во времена конкисты ищет бессмертие, второй человек, он же, но в другие времена, в наши с вами времена, ищет лекарства для своей больной жены, да, и третий человек, который летит в каком-то
фантасмагорическом космическом корабле в виде дерева в какой-то оболочке прозрачной такой, да, к умирающей звезде Шибальба, да, вот это понимание смерти, как оно есть, об этом мы говорили на предыдущей лекции, да, можете глянуть. Вот тема перехода из одного состояния, из одной жизни в другую является ключевым в этом фильме, да. Мало того, что этот фильм о понимании смерти, более того, этот фильм о процессе понимания этой смерти, о том, как человек меняется, как его сущность перетекает из одной земной оболочки в другую земную оболочку, и он продолжает развивать ту же самую тему, продолжает поиски вечной жизни, продолжает поиски ухода от смерти и смиряется в конце концов и познает, что... Ну, в общем, там всего много, и это скорее к философской уже лекции, да? Но всем советую, Фонтан обязателен к просмотру. Ну и само собой, тема перехода из одной жизни в другую, тема развития человеческой души из одной жизни в другую очень ярко показана в великолепном фильме, который называется «Облачный атлас». Да? Великолепные актеры, шикарный сценарий, очень сложный, там много героев. Повествование очень рваное, переплетено так друг между другом, только к концу фильма становится понятно, кто есть кто, и становится понятно, что по сути это история нескольких человек, буквально 3 ключевых персонажей, которые в каждой последующей жизни сталкивались друг с другом в разных ситуациях, учились разному и постигали что-то новое, и таким образом менялись как-то, да, одна и та же душа переходила из тела в тело, потихонечку меняясь, да, и вот тема этих постоянного движения круговорота жизни, это то, что является главным смыслом фильма, да, и то, как один человек из жалкого, жадного существа потихонечку преодолевая свои страхи, свои физические соблазны, да, борется с тем самым дьяволом, да, становится мало-помалу человеком, который в конце концов познал истину, да, и смирился с тем, что существует, да, и смирился со своим желанием творить добро, делать то, что ему хочется, а не бояться, не трястись в этом самом, в страхе, да. Тема трансформации личности, трансформации души. Шикарный фильм «Облачный атлас». Я думаю, что многие его видели. Он достаточно хорошо рекламировался. Но я не знаю, смотрели вы его или нет. Но он обязателен к просмотру тоже. Он сложен для понимания, но его стоит посмотреть 2-3 раза. Он того стоит. Он длинный, но он очень красивый. Он очень такой... возвышающий человека. Очень советую. Как раз тема вот перехода из одной жизни в другую, потом в следующую, потом в следующую. Тема неспешного, медленного, умеренного по времени изменения. Не бывает резких перещелкиваний. Да? В радуге нет резкого перехода от цвета к цвету. В радуге есть постепенный переход цвета. Так и человеческая душа потихонечку учится в каждой своей жизни, ну, если, конечно, верить в теорию переселения душ, да, круговорота душ и колеса сансары и прочего всего такого, потихонечку учится бороться со своими страхами, со своим дьяволом. А дьявол у нас это следующая карта, да, это, собственно, дьявол, это понимание того, что человек постоянно хочет чего-то нового, постоянно движется вперед, постоянно ставит перед собой цели и пытается их достичь и прочее, прочее. Это уже тема 9-го дома, тема карты дьявол и тема следующей лекции. Там стрелец, там тот самый Юпитер, Нептун, да, ну и карта дьявол. Вот, мы вернемся еще с вами к умеренности, потому как есть что сказать там и по поводу Плутона, и по поводу Марса, но уже такие более глубокие философские, астрологические размышления на тему этой карты, на тему умеренности
мы, наверное, с вами оставим на философскую лекцию, да, которая выйдет после того, как я закончу цикл символики старших арканов. У нас тут уже осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, ну, буквально 7 карт. Уже немного, да. Я думаю, что в течение месяца мы справимся. Вот. И дальше у нас будет продолжение цикла философских карт. Что-то всем так понравилось мое видение карт. Именно такое глубокое, да. Хорошо, хорошо. Мне нравится. Я так вижу, я так работаю. И получается вроде неплохо. Люди хвалят. Карта умеренности. Это самая медленная карта в колоде Таро? Не могу сказать. Это карта правильного движения времени. Умеренного. Умеренное — это не медленное. Умеренное — это с правильной скоростью. А скорость может быть разная. Все зависит от ситуации, все зависит от человека, все зависит от цели, от способа действия. Какое-то действие должно быть быстрым, какое-то действие должно быть медленным. Да? Все зависит от того, в какой ситуации вы находитесь. Карта умеренность вам показывает правильную скорость. Что нужно делать с правильной скоростью. Не быстро и не медленно. Блох нужно ловить быстро, там будет своя умеренность. Да? А вот писать «Войну и мир» нужно медленно, не спеша, вдумчиво. Там скорость будет, конечно, совсем другая. Но и там умеренность будет присутствовать. То есть это правильное соизмерение. Можно сказать, что умеренность — это ощущение времени, умение прочувствовать это самое время и сделать вовремя. Поэтому карта умеренности — это время в философском контексте, в философском плане. Это так. Хотя, конечно, можно просто верить девочкам в Инстаграме, которые говорят, что видите, тут у ангела 2 чашки, значит муж будет сильно пьющим. Из 2 стаканов будет сразу заливаться. Встречался я и с таким, да. Некоторые и так трактуют эту карту. Так что как-то так. Хорошо. Что у нас? Есть 1,5 часа. Да, я уже чувствую, что... Спасибо большое вам за лекцию познавательную. Я только рад. Ждем, конечно же, видео по нашим волнующим общим вопросикам. Задавайте вопросы, не стесняйтесь. Я сейчас эфир закончу, да, обрежу начало видео там, где я как рыба просто, молча раскрывал рот, потому как забыл включить микрофон. И выложу это видео уже, собственно, в доступ, да. И большая просьба к вам еще раз зайти уже потом на видео, да, и поставить еще раз лайк. Это можно завтра сделать, допустим, либо когда будете пересматривать это видео. Потому как эфир я скрою, но выложу запись эфира без первых 2 минут, скажем так. Там тоже нужны будут лайки, и вот туда уже можно будет задавать свои вопросы, задавать свои вопросы, которые я потом буду выбирать интересные, да, и сделаю эфир по вопросам. Не обрезайте. Обрежу. Обязательно обрежу, потому что там первые пару минут, просто там такое себе. Это незачем. Люди, которые будут заходить первый раз на видео, да, если им будут предлагать, да, если YouTube будет предлагать это видео, да, они заходят, а там первые 2 минуты человек просто молча там воздух ртом ловит, да, это такое себе, не очень. Люди будут уходить, а мне бы хотелось, чтобы люди слушали, потому как у меня есть большое желание этой информацией с людьми делиться. Хорошо, добренько, спасибо всем за активность, спасибо за вопросы. Этот Рафаэль, Габриэль, да, Рафаил, Израил еще есть. Есть еще ангел, который там, где страшный суд, да, Израил. Есть еще такой ангел. Хорошо.
Спасибо за труд, ну и вам спасибо за внимание. Здравия, можно просто здоровья, да, можно без всякого здравия, можно здоровья пожелать и вам взаимно. Все, спасибо вам и увидимся в следующий четверг, там у нас будет дьявол, тоже интересная, волнующая карта, страшная, таинственная, загадочная, но на самом деле очень интересная. Я поясню, кто такой, как его звали, да, и почему он хороший. Бывает и такое. Вот, добренько. Всем пока. До вторника. Увидимся.